Всем привет, с вами Лили, и сегодня в этом видео я, как и обещала, покажу вам свои покупки. Что ж, не будем терять времени, приступим. Начать я хочу вот с такого вот костюмчика. Это блузка, несколько похожая на тунику. Сзади у нее вот такой вот воротничок. Здесь спереди завязывается бантик, и к ней идут вот такие вот шортики. Они достаточно короткие, я вообще редко ношу такую длину, но так как я давно заглядывалась на вот блузки, платья вот в таком вот стиле, с таким воротничком, и как раз в Double Focus была распродажа, и я так, надо брать. В принципе, вот при такой погоде, как у нас сейчас, когда жара сильно уже спала, но еще пока что тепло, вот можно носить. Также в Double Focus я купила, по-моему, это было прошлой зимой, две вот такие вот юбки, сейчас я вам покажу. Потому что раньше у меня как-то не дошли руки сделать это, к сожалению. Вот такие вот две юбочки, одна розовая, здесь вот такие вот лямки, и они, длина регулируется на пуговках, вот здесь вот. Длина идет примерно до колена, и очень похожая юбка, вот такая вот в клеточку, точно такой же длины и такого же дизайна у нее вот здесь вот лямочки. Я носила эти юбки и зимой, и осенью, и весной, и летом, в общем. Далее покажу вам шорты. Я покупала их тоже довольно-таки давно, но это просто мой фаворит в этом году, поэтому мне очень хочется показать. Эти шорты я купила в H&Nice. Вот такие вот бежевые, со стрелочкой, не короткие и не длинные. Длина где-то мне чуть ниже колена, но я думаю, если бы я была повыше, то они были бы покороче. Они оказались настолько универсальными, что я сама не ожидала, что я буду их так часто носить, потому что их можно надеть просто с обычной футболкой, можно надеть с рубашкой, с какой-то милой блузкой, и они совсем хорошо сочетаются. Вот вообще прям уникальная вещь. Внутри имеется подклад. Единственное только вот я не носила их в самую жару, когда у нас был июль-август, потому что вот из-за этого как раз подклада становится очень душно, как в парнике. А так вот в остальное время, весна-осень, я до самой жары их носила. И еще покажу джинсы. Я купила их недавно. Это был Avail. Вот такие вот джинсы с сердечками. Мне очень нравятся джинсы именно вот такого цвета, светло-голубого. Ткань очень-очень мягкая, прям очень приятно их надевать. И они на мне хорошо сидят. Это, в общем-то, и была главная причина, по которой я их взяла, потому что очень сложно найти джинсы на маленькую талию. Далее я покажу вам покупки из секонда. У меня в этом году был просто потрясающий улов. Я как-то пришла в один секонд, там был очень большой ассортимент летней одежды, причем именно в таких вот светлых оттенках, с кружевом, вот то, что я люблю, и не очень-то дорого. Потом я через неделю где-то примерно пришла в другой секонд, и там тоже был очень классный ассортимент, было очень много вещей от Axis Femme, которые я очень люблю. В общем, я даже сама не ожидала, и мне было трудно выбрать. Я такая, так, стоп, все, мы не берем. Мы берем только то, что необходимо сейчас. Вот. И, значит, моя цель была это вещь из хлопка, потому что летом это, наверное, самая удобная, самая комфортная ткань в жару. И я хотела купить маечек. Мне повезло. Значит, и я купила вот таких вот хлопковых маечек очень много. Здесь вот даже вышивка есть. Сейчас покажу вам. Красиво смотрится. Я извиняюсь, только я не погладила их, потому что я уже собираюсь
убирать эти вещи. У нас последнюю неделю было похолодание, и я вот уже так немножко перебирала вещи, и думаю, вот майки я уже, наверное, уберу, не буду их носить. Точно такая же, это, кстати, Uniqlo. Вот эти вот две маечки, голубая и вот точно такая же белая. Я носила их в жару и дома, и на улице носила, в общем. Майка тоже похожая, тоже с вышивкой вот здесь вот. Очень я люблю вышивку, кружево. И то еще вот такая вот бежевого цвета. Здесь идет вышивка снизу и лямочки кружевные. Вот, по-моему, всего я купила где-то маек 5, что ли. И еще мне попалась вот такая вот юбка-шорты. Как я уже сказала, короткая я не очень-то часто ношу, особенно на улицу. Но вот дома, в жару самое то. Значит, шорты это хлопок. Вот эта вот ткань тоже, по-моему, это вискоза. Она тоже такая тоненькая, приятная очень к телу. И я с удовольствием вот носила эти шорты вот с этими маечками дома. Также мне попалась вот такая вот потрясающая юбка, вот с огромным количеством кружева. Верхняя часть вот здесь это хлопок, а внутри подклад у нее, какая-то искусственная ткань, не очень приятная, но вот сам вот дизайн, вот эти вот кружева, они, конечно, меня подкупили, и я с удовольствием вообще носила эту юбку очень часто, тоже летом. И в дополнение к этой юбке, сейчас я вам покажу, не то чтобы в дополнение, уж прям очень хорошо сочеталось, я купила вот такой вот болеро, это Axis, это тоже вот из секонда у меня получилось, не знаю, как вам показать, видно, не видно. Это не хлопок, но ткань очень тоненькая, если видно, просвечает немножко. И довольно приятная к телу. Идут вот какие-то бусинки, цветочки. По низу тоже идет кружево. И вот где капюшон, вот эта вот часть тоже очень красивая. Тут кружево и вот оборочка идет. Я пришила сама вот здесь вот ленточку, чтобы можно было завязывать. Здесь. Вот так вот. Я вам потом покажу. У меня есть видео, я куда-нибудь сюда его вставлю. У меня есть лук, где я вот в этой кружевной юбке и вот в этом болеро. Оно тоже оказалось очень универсальным, потому что я меняла майки и носила вот с этим болеро тоже большую часть лета. Было очень комфортно в этом, не так жарко. Также в секонде мне попалась вот такая юбка. Как вы уже заметили, все у меня такое белое, бежевое, молочное. Мне повезло, что было столько вещей в моих любимых оттенках. Вот такая вот юбка, она, конечно, не на лето, поэтому я ее, в принципе, пока что и не носила. Она из очень плотной ткани. Во-первых, подклад внутри. Есть подклад, потом вот очень плотная ткань, цветочная такая вот красивая, и сверху еще как сеточка. Красиво смотрится, не слишком длинная и не слишком короткая, вот прям идеальной длины. Редко такие юбки мне попадаются, к сожалению. Также еще я купила в секонде вот такую кофту, это был последний раз, когда ездила, с капюшоном и вот с такими вот рукавами длинными. Сейчас покажу. Эта кофта, она предназначена для того, чтобы защитить тело от солнца, чтобы не сгореть. Вот так вот защищает руки. Я езжу, когда на велосипеде, надеваю ее. Вот здесь наношу солнцезащитный крем, и вот так вот она. И тут тоже все как бы до горла прям закрывается, вот эта вот часть заходит. Вот. И на самом деле японки очень любят вот такие вот вещи. И у нас каждое лето они продаются. И я на самом деле до вот этого вот года я не покупала такие вещи, но так как в этом году я очень часто ездила гулять, ездила на велосипеде, мазаться постоянно кремом тоже надоедает, и вот я решила попробовать купить такую кофту. Это, кстати, Uniqlo.
Вот, мне повезло, я нашла в размере S, в цвете, который мне хотелось. Вот, и стоила она тоже копейки. Так, что еще? Тут уже больше на осень. Я покажу вам две вещи. Две водолазки я купила. Пока что еще их не носила. Одну вот такую вот красивую. Здесь такие вот бусинки пришиты. И рукава тоже очень красивые. Такой вот формы принцессной. Мне очень нравится. Она прям вообще выглядит как и новенькая. Видно, что ей не пользовались. И вторая водолазочка вот такая вот кружевная. Я собираюсь носить ее под какие-то платья, где большой вырез, вот чтобы можно было вот эта вот красивая часть, вот это вот выставлялась, какие-то сарафанчики. Рукава здесь тоже очень красивые. Вот так вот присобрано. Давно хотелось такую вещь, вот какую-то универсальную, чтобы можно было пододевать под низ. Вообще у нас продаются везде такие, японки очень любят пододевать под сарафаны. Но вот я купила первый раз тоже. Такой вот увидела в секонде, смотрю, недорого. Такая, думаю, да, надо взять. Еще я забыла показать вам платье из Double Focus. Вот я уже показывала костюмчик в таком морском стиле и две юбки. И также я еще купила платье. Но я его еще пока что не носила, потому что, на осень. Вот такой вот воротничок. Мне кажется, это что-то в стиле Light Academy. Здесь вот рукава. И оно все как бы идет серенькое, где-то до колена, а воротничок и рукава у него белые. Да, еще хотела спросить, ребят, как вам удобнее, когда я указываю цену в рублях или в долларах, потому что меня смотрят не только в России, но и в других странах. Я обычно пишу в иенах и в рублях. Если вам удобнее было бы, например, в долларах, это как-то, то дайте мне знать. Вот, еще хочу показать вам две шляпки. Первая вот такая вот беленькая, это тоже Avail. По-моему, стоила она 500 йен. Я очень хотела белую. Сейчас. Окей. Я хотела именно белую шляпку. Сейчас я не надену, потому что у меня тут бублики. Они мне помешают. Я хотела чисто белую, но они были у нас достаточно дорогими. И плюс мне еще взрослые шляпы все велики. У меня голова какая-то маленькая. И, в общем, я обычно покупаю все в детском. И это как раз детская шляпка. Она корейская, я только сейчас заметила. Ну, в общем, вот. У меня точно такая же панамка есть. Я купила ее лет, уже не знаю сколько, 8, наверное, назад, может больше. В секонде, только она немножко другого оттенка, более бежевая. И я прям ее очень долго ношу. Она уже у меня вся такая, это потрепанная. Вот, и эту я купила на замену. И еще я купила вот такой вот беретик красивенький, розовенький. Это Шимамура. Очень красивая, это деталь с брошкой. Значит, это была коллаборация Мисако Аоки и Шимамура. Я очень люблю Мисако Аоки и все, что она делает, все, что она выпускает. Все ее коллаборации. Я купила вот этот берет. Еще, кстати, вспомнила я еще некоторые вещи. Сейчас я подготовлю и вам покажу. Вообще я купила его под пальто, потому что мне прислали на рекламу, подарили один магазин, с которым я сотрудничаю в Инстаграм уже на протяжении, наверное, полугода. Прислали мне розовое пальто, по моему желанию, я выбрала самоцвет и подумала, что вот этот вот берет, он будет очень классно смотреться с этим пальто. Я успела купить его, потому что очень быстро, этих вещей было мало вот из коллаборации, и они очень быстро, вот буквально за пару дней разошлись, и я успела вот взять розовенький, белых уже не было, кстати. Он очень классно смотрится, я угадала с цветом. Вот этот вот бантик, он прям один в один с пальто, одного вот оттенка. И вот я потом вам покажу, я уже примеряла их. Сейчас еще покажу вам
пару аксессуаров, тоже из коллаборации Misako Kishimura. Секундочку. Значит так, я также купила вот такой вот ободок на волосы с бантиками. Мне показалось, что он вообще будет классно смотреться с любыми нарядами, которые я ношу, в принципе, потому что у меня все такое женственное, все в основном в светлых оттенках, и он будет очень хорошо сочетаться со всем. Вот, поэтому я прям очень хотела его и вот купила. По-моему, он тоже был последний. И также еще я взяла вот такие вот гольфы. Я давно на них заглядывалась, но не решалась, так как я редко ношу гольфы. Вот, мне понравилось здесь кружево, и сами по себе они тоже такие кружевные, очень красивый узор. И еще я забыла показать одну вещь. Я хотела показать вам группами вот там из секонда вещи, из, допустим, Double Focus, но мне не получилось. Вот. Я хотела показать еще вот такую вот блузку. Я нашла ее в секонде. Это хлопок. Конечно, я не могла пройти мимо, потому что хлопок и потому что недорого. И еще вот тут мне понравился воротничок. И вот эта вот часть тоже очень красивая. Я ее не успела погладить. Ну, конечно, хлопок он очень мнется. И перед тем, как выйти куда-то, я, конечно, все это глажу. И напоследок я еще хочу показать вам вот это платье, которое сейчас на мне. Оно мне где-то чуть ниже колена. Приятная тоненькая ткань, не хлопок, но все же довольно приятная. Это тоже покупка из секонда, тоже беленькая и недорогое. Мне нравится оно тем, что оно, с одной стороны, довольно-таки простое, оно не привлекает прям слишком много внимания, в нем можно выйти хоть куда, хоть за покупками, хоть в парк гулять. Такое очень универсальное, но при этом милое, как мне кажется, женственное. То есть я люблю платья носить. И еще я обязана просто показать вам вот эту вот сумочку. Это прям моя любовь в этом году. Купили ее в Юмитан. По-моему, это Кокорон, отдел Кокорон. Я очень хотела вот примерно такого вот размера, чтобы она была не слишком большая, чтобы можно было положить какие-то основные такие вещи и не нагружать себя, как обычно я это делаю. Потому что у меня уже прям вошла в привычку ходить, я сейчас подросли, и мне нужно там, знаете, памперсы с собой и вот что-то такое вот, что много места занимает. Но я все еще по привычке ходила долгое время с рюкзаком, и вот тут вот я сообразила, что мне бы уже пора. Я уже могу ходить с какими-то более такими компактными сумочками. И вот эту Subaru мне купила где-то за 1000 йен. Она была со скидкой, и я как увидела, просто влюбилась в нее. Вот этот вот бантик. Она сама по себе такая простая, как бы не вычурная. Сочетается хорошо с любыми вещами. Там, допустим, у меня какой-то сложный аутфит или, наоборот, что-то простое повседневное. Она хорошо сочетается со всем. И довольно-таки вместительная, потому что сейчас у меня вот здесь кошель, дезинфекция, крем для рук. И у меня еще сюда влезет, еще тут это только пол сумки, потому что у меня еще сюда влезет и салфетки, и косметичка. Я уже наговорила на полчаса, что будем делать. Тогда, может быть, я разделю это видео на 2 части, и в следующей части покажу вам косметику. У меня еще есть платье, которое мне подарили в коллаборации с брендами. А также я еще хотела показать некоторые вещи, ну просто которые не относятся ни к группе косметики, одежды, а просто вот что-то, что мне понравилось. Если вам будет интересно увидеть вторую часть, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. На этом я буду сегодня заканчивать. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.